Всем привет! Добро пожаловать в постройки Sims 4. Сегодня нам предстоит построить дачный домик, либо домик в аренду, как хотите. Понимаете? Ну, то есть, это предполагается домик не для постоянного места жительства, а для того, чтобы приехать, отдохнуть, насладиться видом, не знаю, там покупаться, порыбачить и потом уехать обратно в свою квартиру или дом в городе, можно так сказать. Потому что мне кажется, что если дом по соседству, то бессмысленно, конечно же, сюда приезжать. Но если симы живут в квартире, то, я думаю, им было бы приятно приехать в такое место, потому что виды, конечно, здесь просто шикарнючие, шикарные, замечательные. Мне очень нравится этот участок. Он какой-то такой вообще волшебный по своим свойствам, по своему виду. И поэтому я задумалась, чтобы построить именно такое что-то. Ну, с большой верандой, хотя здесь не очень большая веранда, но все равно что-то подобное, то есть где можно посидеть на улице, где есть достаточно большие окна, чтобы можно было насладиться всей красотой, которая находится вокруг, собственно говоря. Вот. И сразу хочу сказать, что, возможно, этот домик вам что-то напомнит. И вы будете правы, потому что в предыдущих своих видео я не то что жаловалась, просто рассказывала свою сложную историю с домами, что мне немножко сложно их строить, что мне нужно их только под настроение, только вот с четким пониманием, чего я хочу. То есть вот просто так взять и построить дом мне очень сложно. Мне надо к этому долго готовиться, потому что с квартирами немножко проще. Мне больше нравится их обставлять, как-то делать какие-то перегородки и так далее. В общем, как-то с этим у меня проще, легче и веселее, а с домами немножко сложнее. Но я стараюсь. Я стараюсь не то что справиться, а научиться этому всему. И я смотрю много Pinterest, много других блогеров, смотрю, как они строят, что они делают, какие-то идеи, пытаюсь у них перенять. Особенно кто такие вот простые домики, знаете, строят жилые. Я на них смотрю, вдохновляюсь. И вот, собственно говоря, этот домик, в принципе, достаточно сильно вдохновлен другими блогерами. То есть тут много разных идей взято. Но, собственно говоря, для этого мы все блогеры, симошные строители, выставляем на показ свои постройки, чтобы другие люди смотрели, вдохновлялись. Вот, я посмотрела, вдохновилась и начала строить так, как мне кажется, будет достаточно удачно. То есть, меня это наконец-то вдохновило на постройку вот такого вот домика. То есть, я прям с удовольствием его построила, что для меня, в принципе, не очень характерно, если честно. Вот. Поэтому, я думаю, он будет вам что-то напоминать, что-то как-то. Хотя мне казалось вначале, что я сильно подражаю какому-то другому домику, при том, что какому я так и не вспомнила. То есть у меня были какие-то воспоминания, что я где-то что-то видела, что-то очень похожее. Вот. Это прям преследовало меня. Но потом, со временем, когда я начала его декорировать, этот домик, потом начала все стены красить, такое, все улетучилось, мои ощущения. То есть я уже пошла по каким-то своим ощущениям, по своей задумке и так далее. В общем, мне кажется, я смогла правильно вдохновиться, чтобы немножко подражать другим, но при этом создать что-то свое уникальное. Потому что это прям вот идеально то, что нужно. Это вот именно так, как это должно работать, оно и сработало, собственно говоря. Вот, поэтому я очень довольна данной постройкой. Надеюсь, она вам тоже понравится. Вот. И я здесь сделала все такое каменно-деревянное. То есть это именно вся история поддерживается тем, что это именно такой домик, который достаточно старый, достаточно такой вот из старых материалов. То есть первый этаж каменный, второй деревянный. Так уже никто не строит, но вот он достаточно уже старый, этот дом. Раньше так строили, поэтому он остался. Плюс он очень маленький. Это тоже достаточно такая характерная штука для того, что имитация старого дома, можно так сказать. Вот, он весь такой вот в одном цвете, в одной фактуре. То есть я так подбирала камень, чтобы он тоже не сильно выбивался из деревянного
ну, вот этого окружения, можно так сказать. Ну, то есть дерево, которое его окружает, потому что я сделала вот эту штуку, забыла, как она называется, приподняла фундамент, получается, вот, чтобы было такой плацдарм, чтобы можно было ходить. Я его чуть на холмике сделала для того, чтобы вид получше был. Чуть-чуть приподняла, потому что, вот видите, за верандой там очень красиво. И мне кажется, так классно сидеть на этой маленькой уютной веранде и смотреть туда вдаль, на воду. Это очень круто, мне кажется. Так вот, и внутри впоследствии я тоже сделаю все деревянное, то есть все стены, все полы, потому что, в принципе, когда строят дом деревянный, то внутри он, конечно же, тоже остается деревянный. Конечно, можно там все зашпаклевать, выровнять и, в общем, все это делать, переделать, но зачастую люди оставляют вот это самое дерево. Может быть, его там чем-то покрывают или перекрывают краской или лаком, но фактура остается, поэтому я решила тоже последовать этому же принципу, поэтому внутри у меня тоже все деревянное. А еще что-то я внезапно вспомнила про вот эти коврики, я их так редко использую, ну как-то так, не знаю, мне кажется, они редко в тему, а тут я прям подумала, что будет прикольно. Ну, то есть, в принципе, я видела такие варианты, когда вот эти всякие плетеные коврики, их прям на улице выкладывают перед домом для того, чтобы комфортно было ходить, перед верандой, для того, чтобы можно было, например, не всегда обуваться, для того, чтобы выйти из дома. Ну, то есть такая вот более уютная, милая штука, когда ковры на улице. Ну, как не на улице, по факту, это, ну, как веранда или что. Я не помню. На английском это называется порч. Вот я помню, как это на английском, на русском забыла. Это бывает, на самом деле. Вот. В общем, ну я уже сказала, что я получила удовольствие от процесса постройки. Ну, потому что реально, когда у меня появляется наконец-то идея, я прям в восторге от этого всего. Мне очень нравится. Я надеюсь, что я буду продолжать этим заниматься. Ну, в смысле, такие красивые домики делать. Хотя у меня до этого тоже были симпатичные домики, но все равно они такие. Мне все время кажется, что я немножечко не доделала, потому что я потом вижу какие-нибудь другие дома, других симеров на какую-нибудь похожую тематику или на том же участке, и я расстраиваюсь, потому что мне всегда кажется, что их дома гораздо симпатичнее. Нельзя так делать, нельзя самого себя сравнивать, это гиблое дело. Вы всегда найдете кого-то, кто лучше вас, и все равно расстроитесь. Надо просто вот наслаждаться тем, что у вас уже есть, тем, чего вы достигли. Это я и для себя говорю, что мне тоже нужно радоваться, потому что я иногда про это забываю. А еще у нас тут накануне вышел новый трейлер «Фермы». И я честно сдерживаюсь, чтобы не начинать говорить об этом всем, но чуть-чуть немножечко скажу, напомню, кто, может быть, не видел. Вышел второй трейлер. Это, в принципе, было ожидаемо. Они всегда для дополнения делают два трейлера. Один такой общеобзорный, а потом более такой подробный, немножечко геймплей, немного больше всяких предметов и всего прочего. Они показывают, вот, собственно говоря, что они и сделали. Они там от лица ламы показали весь новый мир, что у нас там добавляется, что у нас интересного и так далее. В общем, конечно, восторг восторгный. И дождаться уже практически невозможно. Но на самом деле, мне кажется, это одно из самых таких крупных последних дополнений, потому что настолько много, мне кажется, именно в геймплее будет изменений, что такого давно не было. То есть были там много мебели, какие-то дополнительные всякие штуки у симов и что еще. Ну, в общем, не так много. А тут прям они постарались, вы знаете, прям так мощненько все это сделали, и это очень круто, конечно. Вот. Единственное, что наше набор или каталог, что с идеальным ремонтом, я забыла, что это. В общем, он немножечко у нас лажает, потому что сначала я думала, что, может, это у меня ручки кривые, все у меня плохо. Вот. И я же записываю дневник дизайнера и пожаловалась вам, что уже второй раз натыкаюсь на какую-то фигню.
потому что до этого не могла там общественный участок поправить, отремонтировать, точнее, не надо было, но я не смогла. И потом мне нужно было добавить комнату, опять-таки я не смогла. Игра мне не дала это сделать, и все написала постоянную ошибку. И вы мне сказали, что нет, это нормально. Я тоже, да, посмотрела другие видео, и там немножечко все-таки покопалась тщательнее на форуме. Да, многие жалуются, что немножко, конечно, дополнение или каталог лажают. То есть какие-то такие бывают задачи, с которыми он не справляется. Я думаю, что они не подправят, может быть, оно такое сыроватенькое, может, не знаю, что с ним. Но такое вообще характерно для свежих дополнений в последнее время, потому что они же сейчас работают уже на такой скорости сумасшедшей, собственно говоря, из-за нас, чтобы быстрее нам выдавать какие-то все новые и новые, в общем, вещи, потому что сейчас же скорость, там, 2 дополнения в год получается, да, несколько наборов, несколько каталогов, ну, это очень большой объем работы, и, видимо, у них немножечко скорость начинает сказываться на качестве, из-за этого какие-то такие вот косячки вылазят. Ну, в принципе, не смертельно, неприятно, но не смертельно, я так скажу. И я уверена, что они со временем просто, исправят эти штуки. Уже было обновление с этим музыкальным фестивалем. Я вообще не поняла, в чем прикол. Что я посмотрела эти обзоры, не знаю. Ну, как бы, сами песни красивые, но как это сделано, как-то так скудненько вообще. Я думала, там фестиваль будет, прям нашествие будет. Нет, там пару палаточек, один человек с пианинкой, и все. Как бы, это фестиваль. Я даже не знаю, какого символа мне туда отправить, чтобы вам показать, не знаю. Я пока как-то не понимаю весь смысл этого мероприятия, что с ним делать, как с ним коммуницировать. И при том, что он еще и ограничен по времени, то есть до 8 числа. Я не знаю, успею ли я кого-нибудь отправить туда. Ну, вообще, в принципе. Ну, в общем, в этом обновлении кое-что исправили, но не сильно много. Как-то они так очень скромненькую обнову выкатили. То обычно такой список, знаете, знатный всех этих исправлений. Вот, а тут они как-то не очень. Может, лето никто не хочет работать? Не знаю. Хотя у нас сейчас уже такое лето, что можно спокойно работать, потому что жара спала. Что до этого, да, не то, что работать, жить не хотелось в такую жару. Поэтому все процессы были немножко приостановлены, так как компьютеры перегревались, мозг перегревался. И все, ты ничего не можешь делать вообще. И на вечер не было надежды, потому что обычно разогревалась настолько, что даже вечером не было никакой ни прохлады, ничего. Но сейчас все наладилось, уже прохладненько, уже тучки, дождик и все такое. Можно работать вообще круглосуточно. Вечером вообще шикарненько, прохладно, свежо. Вот. Я вас оставляю с постройкой. Я надеюсь, она вам понравится. Если вам понравится, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Расскажите мне о каких-нибудь своих приключениях, если вы тоже проходите дневник дизайнера. Мне интересно послушать, потому что у меня все время такое ощущение, что я одна сталкиваюсь с какими-то проблемами, с какими-то багами и всем прочим. Но, как оказалось, я не одна. Вот мне интересно, если вы что-то такое встречали, обязательно пишите, делитесь опытом. Я буду бесконечно благодарна и обязательно упомяну вас в видео. Все, мои хорошие, приятного просмотра.